Всем привет! Вы на канале Trend Constructor. Сегодня интересная тема. Разберем, что такое медвежий рынок в биткоин с точки зрения новой логики волнового анализа. Посмотрим, как медвежий рынок у нас начинается, как он заканчивается, и посмотрим, как эту информацию можно будет использовать на практике в ближайшие несколько лет. Итак, поехали. Для начала давайте разберем, вопрос на самом деле обширный, поэтому сегодня будем разбирать именно медвежьи рынки. Посмотрим два медвежьих рынка, которые были в биткоине с 2013 года. Первый рынок и второй рынок с 2018 года, который у нас был в течение нескольких лет. С чего начинается, если в двух словах, я заранее скажу, что такое медвежий рынок в биткоин. Во-первых, медвежий рынок – это, скажем так, отсутствие трендового роста. По большому счету это боковики и снижение инструмента. То есть это именно глобальная коррекционная фаза, которая не предполагает наличие трендового роста. Как это определять в онлайне с точки зрения новой логики волнового анализа через комплекс индикаторов Trend Constructor, мы сегодня как раз это вопросы разберем. Итак, начнем с 2014 года, когда у нас завершилась волна роста в биткоине, то есть как завершается, собственно, трендовый рост в биткоине, то есть это мы в онлайне на канале разбирали в мае 2021 года. То есть, во-первых, мы видим, что трендовая волна H4, вот она синенькая в экстремальной зоне, то есть после этого не пробивается исторический максимум, рисуется вторая волна H4, то есть и мы выносим размерность трендового роста. Таким образом, фигура разворота в биткоине, то есть это два пика волны H4, пробой первого пика волны H4, то есть и плюсом к этому идет вынос размерности H4 именно в биткоине. Отдельное видео будет по тому, что такое цикл роста в биткоине, когда его ждать, как он идет, то есть это тоже отдельный большой вопрос. Сегодня рассматриваем именно медвежий рынок. То есть конструкция разворота в биткоине, она одинаковая, в принципе, понятная, прозрачная, то есть идет тренд волнами H4, этот тренд, собственно, останавливается, выносится размерность и пробивается пик трендовой волны, которая должна была биткоин дальше отправлять наверх. Посмотрим, как идет у нас медвежий рынок с 2013 года. То есть мы видим, что здесь выносится размерность H4 наверх, но, как мы видим, это не приводит ни к какому возобновлению роста в биткоине. Поэтому на медвежьем рынке вынос размерности H4 – это вполне нормальное явление. Ключевой момент, которого на медвежьем рынке не бывает, то есть это мы видим, что формируется волна H4 и она продавливается вниз. То есть получается, что вынос размерности не является той точкой, которая, грубо говоря, разворачивает биткоин. Биткоин разворачивает именно пик волны H4, который трендово отрабатывается наверх. И мы это сегодня неоднократно пронаблюдаем. То есть мы видим, что был локальный рост, вынесли размерность H4, индикатор перерисовался внизу, это дублируется гистограммой, что она зеленая. Соответственно, видим ключевой пик волны, синенькая в экстремальной зоне, и трендового скачка наверх мы не видим, соответственно, медвежий рынок продолжается, и биткоин уходит в новую волну снижения. Эта волна снижения затяжная, длительная, нудная, с боковиками, с длительными стояниями на месте. Снова видим вынос размерности H4. Снова рисуем пик волны H4 и снова не видим начала роста в биткоине. Снова размерность H4 выносится вниз и продолжается боковики, стояние на месте. Здесь что мы видим? То есть мы видим вылет наверх достаточно бодренький, да. Но здесь видим, что пик волны H4 не дотянут, рост продолжается. И только здесь мы видим трендовую H4. То есть цена вылетает из заливки, подходит в район своей средней. Это ключевая точка для рынка. То есть если медвежий рынок продолжается, эта точка у нас продавливается вниз. Если начинается цикл роста, то мы должны трендово отрабатывать наверх. То есть видим, что лежит долго боковик. И соответственно, вынос наверх, это как раз является точкой начала роста в биткоине. То есть, соответственно, на первые два вопроса мы, в принципе, с вами ответили. То есть, как начинается медвежий рынок в биткоине, мы посмотрели. Давайте промежуточный короткий итог подведем. То есть, медвежий рынок начинается с того, что у нас заканчивается трендовое движение. То есть, у нас рисуется пик волны H4, который должен отправить биткоин на новый исторический максимум. После этого рисуется второй пик волны H4, то есть и выносится размерность. Все, тренд завершен.
Вот, и окончательная точка смерти тренда, это мы должны переписать вот этот минимум. То есть, вот, соответственно, мы здесь его переписали, все, биткоин 100% развернулся. Вот. Разворотная конструкция, она в принципе понятная, то есть и разворот наверх это тоже достаточно понятная конструкция. То есть мы должны вынести размерность H4 наверх, то есть индикатор должен позеленеть, после этого одна волна H4 должна трендово отработаться наверх. То есть это именно, скажем так, трендовая история, когда пик волны трендово отрабатывается, то есть это сразу нас возвращает именно к трендовому сценарию. Вот. И, соответственно, вот точка этого. Ну, здесь вот, в принципе, агрессивно можно было и здесь посмотреть, но здесь я не уверен, что у меня адекватные котировки, поэтому я беру более консервативную точку начала роста в биткоине. И цикл роста в биткоине идет трендом волнами H4, то есть и этот тренд идет ни разу не вынося размерность, и все волны, они трендовые, они отправляют биткоин каждый раз на новый исторический максимум. Вот. Как завершается у нас цикл роста в биткоине в 2018 году, мы тоже в принципе видим. То есть рисуем пик волны H4, выдаем боковичок, рисуем второй пик волны H4, продавливаем размерность, выносится размерность, и мы видим, что пик волны H4 тоже пробит. То есть здесь однозначная картина, это именно разворот, то есть это никакая это не трендовый флэт, это не трендовые именно истории, то есть это именно разворот в биткоине. То есть пик волны H4, вот первый синенький в экстремальной зоне, он в принципе отлично виден. Второй пик волны H4 и выдавливается размерность. Все, то есть все условия соблюдаются и начинается снова медвежий рынок в биткоине. То есть здесь он более агрессивный, то есть здесь очень долго не выносится размерность H4 в обратную сторону. Вот первый вынос происходит по сути через год после разворота. Вот, и видим локальный такой бодренький тренд, который опять-таки в своей структуре не имеет волн H4. То есть это всего лишь локальный такой всплеск на медвежьем рынке. Мы видим ключевую волну, вот она, пик волны H4. Она в принципе вылетает из заливки, до своей средней не доходит, но пик волны H4 читается идеально. То есть он здесь вот очень хорошо виден. После этого мы видим второй пик волны H4, это уже зафлетили, да, то есть и после этого продавливается вниз, выносится размерность, и мы понимаем, что биткоин по-прежнему на медвежьем рынке, по-прежнему коррекционная фаза в битке сохраняется. Вот, соответственно, что видим дальше? Снова вынос размерности H4 наверх, да, то есть снова попытка перейти к трендовому росту, снова рисуется пик волны H4 и снова он выносится вниз. Вот, соответственно, снова мы видим, что именно разворотной конструкции здесь никакой не сформировалось. И только в 2020 году, получается, в июне, вот, выносится снова размерность H4 наверх, рисуется пик волны H4, и он наконец-то трендово отрабатывается наверх. И мы возвращаемся именно к растущей фазе, заходим в новый цикл роста биткоина, который отправляет биткоин на новые исторические максимумы. Вот. И, соответственно, тренд идет волнами H4, то есть вот первый пик волны H4. Тут промежуточно подфлетили, второй пик волны H4 и, соответственно, снова разворотная конструкция. Пик волны H4, пик волны H4, выносится размерность и пробивается пик первого пика волны H4. То есть вот абсолютно одинаковая разворотная конструкция, которая достаточно понятная, прозрачная, то есть и, соответственно, дает нам четкое понимание, что мы уже на медвежьем рынке, мы уже в долгосрочной коррекционной фазе по биткоину, и, соответственно, мы, в принципе, можем сказать, что никакого с текущих значений выноса исторических максимумов ждать не стоит, то есть максимум, что мы можем от рынка увидеть, это вот какое-то вот такое снижение индикатора дальнейшее, да. Вот. Даже если мы здесь будем выносить размерность H4 наверх, вот это не приведет ни к каким серьезным последствиям. То есть исторический максимум обновляться при этом не будет. Биткоин при этом нарисует пик волны H4 очередной, то есть и будет выдавливать его вниз и полетит на глобальные цели коррекции. Эти глобальные цели коррекции я в принципе постоянно даю на неделе. Вот, в еженедельных обзорах. Вот, давайте их посмотрим. То есть глобальные цели коррекции. Первая цель это пик волны D1. Он находится в районе 23 тысячи-29 тысяч. Это такой достаточно широкий коридор. И основная цель коррекции это пик волны V1. То есть это недельная размерность. Это диапазон в районе 6800-9 тысяч.
Вот эти уровни, они динамические, с течением времени они меняются, поэтому пик волны может подрасти, то есть и, соответственно, эти, скажем так, коридоры цен, они ориентировочные. Видим, что в прошлый раз биткоин сильно не добил по целям коррекции, то есть цель коррекции у него была вообще 1500, он снизился всего на 3. Поэтому также можем не дойти до этих целей, и, соответственно, сама цель может с течением времени, там, через годик она будет повыше, так как средние постоянно повышаются, поэтому, скажем так, объективно, то есть надо прикидывать цель у биткоина внизу, это в районе 10 тысяч плюс-минус, вот, ну и первая цель это 23 тысячи. Вот так, ну давайте перейдем к практике, то есть как эту информацию можно использовать на практике. То есть, ну, во-первых, массовая проблема, с которой я столкнулся, то есть это то, что топовые блогеры, кто имеет там десятки, сотни тысяч просмотров, они до сих пор не отражают, что мы на медвежьем рынке. Все ждут какой-то рост, все ждут памп, все призывают покупать, не бояться, покупать, не бояться, ну как бы... Ну, на самом деле, если мы на медвежьем рынке, то есть покупать сейчас это как раз надо очень сильно бояться. Потому что снижение только началось, мы в самом-самом начале коррекционной фазы, поэтому снижаться будем еще очень долго, то есть это год-два спокойно может все затянуться. Вот, поэтому, скажем так, цели снижения тоже очень низко, то есть биткоин с 30 тысяч может и до 6 тысяч обесцениться, поэтому надо как бы эти все вещи знать, понимать, то есть, ну и, соответственно, предпринимать кое-какие защитные меры. Ну, во-первых, как использовать то, что я сейчас рассказываю, то есть, ну, во-первых, принять реальность, то есть мы на медвежьем рынке и, соответственно, понять, что процесс затяжной и как бы с текущих значений исторический максимум мы обновлять не будем в ближайшие там несколько лет, либо там месяцев как минимум. Второе, то есть если у вас есть позиции с плечами по биткоину, естественно, все плечи желательно ликвидировать. То есть это не торговая рекомендация, то есть это именно с точки зрения здравого смысла говорю те вещи, которые в принципе понятны. То есть если биткоин будет снижаться на 6, то есть никакие плечи вы просто не переживете это снижение. То есть если вы сидите как долгосрочный инвестор без плечей, любое снижение вы переживете. То есть, и, соответственно, наличие кредитного плеча в биткоине в данном цикле снижения, оно будет для вас фатальным. То есть вы просто не переживете поход биткоина вниз. Вот это, соответственно, первый момент. И второй момент, это надо запастись терпением, спокойненько дождаться разворотной фигуры, когда биткоин у нас сформирует нечто подобное, что сформирует пробой размерности H4, сформирует пик волны H4 и отработается наверх. То есть, ну, соответственно, надо дожить до следующего цикла роста и просто, соответственно, дождаться уже этого цикла роста. Вот, то есть по поводу циклов роста будет отдельный видосик, который, возможно, вам как-то пригодится. Ну, тут, как говорится, ежу понятно, что идеальная точка входа в тренд, то есть это пик волны H4 после захода на бычий рынок. То есть и в этой точке как раз можно заходить либо опционами с гигантскими целями, либо с плечами, там, с тройным плечом и так далее. То есть это именно та точка, которая объективно очень интересна для входа в долгосрочный тренд в биткоине. То есть и как бы, ну, на канале мы это все в онлайне отслеживаем, то есть в закрытой части канала в Patreon я в онлайне все это выкладываю, соответственно, когда придет новый цикл роста, мы это в онлайне все отследим, и эта точка, она будет предсказуемая, прозрачная, понятная, то есть и, естественно, в онлайне я все это дело опубликую. Все, надеюсь, было интересно, полезно, всем успехов, профита, здоровья, до следующего раза, пока-пока.